Всем привет! Сегодня на канале видео из рубрики «Харьков, который мы потеряли». И я также продолжаю прогулки по заброшенным местам города Харькова. Перед вами разрушенное здание бывшей второй государственной кондитерской фабрики имени Крупской, которая находится на улице Конторская в городе Харькове. В далеком 1873 году на этой улице и выросла кондитерская фабрика Дмитрия Константиновича Кромского. Здесь он купил дворовое место и начал строить предприятие по выпуску конфетных, пряничных и макаронных изделий. Фабрика открылась в 1889 году. Здесь производили пряники, пастилу, халву, варенье, крендели и многое другое. К 1895 году стоимость фабрики оценивалась в 150 тысяч рублей, а прибыль за год превышала 300 тысяч рублей. В 1890-е годы фабрика начала производить шоколадные конфеты. Фирменный магазин фабрики находился на Павловской площади. Визитной карточкой фабрики было желе. Его продавали в небольших жестяных коробочках ярко-бордового цвета с золотистыми буквами фамилии и эмблемой владельца. По словам харьковского краеведа Андрея Парамонова, фабрика Кромского придерживалась порядка и чистоты. Работники и работницы всегда были опрятно одеты в белых фартуках и колпаках. Работа на фабрике начиналась в 6 утра. В 7 часов работникам подавали чай с белым хлебом. Обед состоял из 2-3 блюд. Вечерний чай в 15:30, а в конце рабочего дня в 20:00 был ужин. Рабочие, у которых не было семьи, проживали при фабрике. Содержал Кромский также пожарную команду, медицинский персонал и электростанцию. Годовая зарплата рабочего составляла до 250 рублей, мастера до 600. Упаковывали конфеты преимущественно девушки. После Кромского фабрикой стали владеть купцы Романенко. Братья достроили фабрику и сохранили имя Кромского. После Октябрьского переворота 1917 года предприятие национализировали и оснастили новым оборудованием. В 1925 году на предприятии побывала Надежда Крупская, и после этого фабрика стала называться Второй государственной кондитерской фабрикой имени Крупской. Позднее фабрика была реорганизована в бисквитно-кондитерскую. В 1950-х годах на территории предприятия находился институт Укргипропрод, позднее Укргипропищепром. В его функции входило проектирование предприятий для продовольственной и пищевой промышленности. Сейчас же от бывшей фабрики остались только руины. Уже много лет здание исторического предприятия лежит в руинах. По сути, его просто нет. Сохранились лишь некоторые стены и фасад. Все перекрытия давным-давно рухнули, а какое-никакое оборудование растащили предприимчивые граждане на металлолом. Территорию фабрики несколько раз хотели выкупить различные организации, но дальше осмотра объекта дело не заходило. Да и в случае покупки предприятия вряд ли кто-то захочет в прямом смысле слова поднимать из руин. В сегодняшнем состоянии эти помещения никто в здравом уме не купит и тем более не станет реставрировать. Это безумно дорого и вообще бесперспективно. Хотя несколько лет назад на месте этой заброшенной кондитерской фабрики со столетней историей предлагали создать многофункциональный центр с выставочным залом и офисами. Архитекторы хотели сохранить аутентичность строения. Компания Дроздов и партнеры разработала проект «Цукерка», согласно которому бывшая кондитерская фабрика должна стать новым комфортным городским пространством. В нем должны были быть размещены офисы, заведения общественного питания.
При этом планировалось сохранить все, что осталось от старого здания, и вписать его в ансамбль современных построек. Однако до сегодняшнего дня никаких работ по реализации проекта не было проведено с 2019 года. Лучше всего сохранилась труба. На ней находятся передатчики, а под ней стоит будка с базовой станцией, что выглядит сюрреалистично среди окружающих обломков. Среди местного населения фабрика нажила недобрую славу. Говорят, несколько лет назад в ее руинах собирались сатанисты. Так это или нет, точно неизвестно. Но можно сказать одно. Лицезреть руины кондитерки, так ее называют харьковчане, удовольствие не из приятных. Если вы решите здесь побывать, что я вам крайне не рекомендую, не ходите под крышей. Ее прогнившие остатки могут обвалиться в любой момент, да и остальное тоже не в лучшем состоянии. На сегодняшний день здание все больше и больше разваливается и, возможно, скоро совсем разрушится, ведь здание убрали из реестра памятников архитектуры. Я благодарю вас за просмотр, буду очень признателен за лайк к видео, комментарий и подписку на канал. Если не трудно, поделитесь видео с друзьями в соцсетях. Это очень мотивирует снимать новые видео. Спасибо, что смотрите. Всем здоровья, мира и добра. С вами был Алекс Моторный. До новых встреч.